Я боюсь это действие с учетом страха. А мне страшно, это действительно фоновое состояние. То есть я боюсь, это грубо говоря, я сижу в углу и боюсь, и ничего больше не делаю. Максимум кофе пью. А мне страшно, это фоновое состояние, я его признаю в себе, не до конца могу действительно осознавать, но я все-таки что-то делаю. То есть до тех пор, пока страх это всего лишь ощущение, это биологическая норма. Но если вы страх уводите на уровень действия, то есть вы действуете из страха, так люди теряли миллиарды, теряли здоровье, теряли семьи, много чего теряли, ничего не обретали. Как только страх начинает руководить вашими действиями, все, кранты. Страх, пока он на уровне ощущений, он показывает вам границу ваших возможностей, это принципиальная тема, потому что без этого очень сложно. Как только страх начинает руководить действиями, как я говорю, что я боюсь, то есть я сижу в углу и боюсь. Я так первых 2 экзаменов боялся, сидел в углу и нифига не учил. Я все, что учил, у меня просто текст на букву вот так вот расползался, потому что я боялся, что не сдам. А за анатомию у нас много кого отчислили. Потом я решил, что как-то я странно боюсь. Думаю, так меня же так точно отчислят. И стал бояться, но учить билет за билетом. Если вы пытаетесь страх убрать из уровня ощущений, то есть его не испытывать, так не получится. Это вшитая в нас программа, там свои пути есть кое-какие. То есть страх такая же часть тела, как и стремление к удовольствию. Его нельзя подавить, и страх как ощущение испытывать нормально, особенно если вы идете в новизну. Но в уровне действий страху делать нечего. Много честности требует это осознание. Большая часть подхода калечится страхом и практически больше ничем. Если бы мы не боялись признаваться себе в слабостях, мы бы себе признавались. Если бы мы не боялись признаваться, что мы чего-то не можем, мы бы шли и учились. Потому что если ты чего-то не умеешь, ты научишься, если ты чего-то не можешь, ты сможешь.